Всем огромный привет! Заранее извиняюсь за свой голос. Декабрь такой декабрь. Ну а теперь к видео. Недавно я гуляла по Zara Home и показывала новогоднюю коллекцию елочных игрушек. Если вы не смотрели это видео, то переходите вот по этой ссылке или по ссылке в описании. И в общем я вдохновилась на попытку создания некоторых елочных игрушек, которые мне там понравились. Но видео будет в двух частях, и сегодня я покажу, как я сделала такие грибочки и бумажного снеговика. А в следующем видео поделюсь процессом создания елочной игрушки в виде воздушного шара из папье-маше. Так что подписывайтесь, чтобы не потерять свою порцию вдохновения. А мы приступаем. Начну я с грибочка. Оригинальная игрушка сделана из керамики, а я буду использовать самозатвердевающую глину. Кроме этого нам также понадобится джутовая веревочка, акриловые краски, немного пищевой соды и что-нибудь для финишного покрытия. Я буду использовать акриловый лак. Сначала я беру небольшой кусочек глины, хорошо разминаю и разогреваю его в руках и придаю форму шара. Из этого шара формирую шляпку гриба, так как показано на видео. Разглаживаю поверхность и выравниваю края. С внутренней стороны делаю продольные полосы, имитирующие пластинки. Это удобно делать деревянной палочкой. И этой же палочкой делаю отверстие для подвеса. Далее снова беру небольшой кусочек глины и раскатываю его в короткую, но довольно толстую колбаску. Это будет ножка. Придаю колбаске нужную форму, не забывая про импровизированную юбочку. В конце палочкой делаю сквозное отверстие в ножке, чтобы внутри она была полая. Отправляю высыхать будущий грибочек. Детали высохли и выглядят они вот так, и их нужно совсем немножко отшлифовать наждачкой. И вот да, здесь совсем немножко треснула ножка, но это не страшно, это все закрасится акриловой краской. Для шлифовки я буду использовать старую пилочку и кусочек наждачки. Обеспыливаю детали. И теперь можно переходить к покраске. Оригинальные грибочки светлые, с бежевым подтоном, поэтому я добавила каплю вот такой краски в белый цвет и этим цветом покрываю шляпку грибочка. На оригинальной игрушке внутренняя часть шляпки и половинка ножки шершавые на ощупь, поэтому для создания такого эффекта я добавляю пищевую соду уже в готовый замес краски. На камеру кажется, что краска белая, но если сравнить с действительно белым цветом, то видно, что грибочек более бежевый. Теперь самое интересное, нужно нанести пятна на шляпку. Я замешала несколько оттенков коричневого цвета и с помощью кисти набрызгиваю краску на шляпку гриба. Такой результат у меня получился, и теперь все оставляю высыхать. Когда краска высохла, можно покрывать финишным покрытием. Кстати, немного брызг попали на ножку, и мне на такой нравится даже больше. Покрывать я буду обычным глянцевым акриловым лаком в несколько слоев с промежуточной просушкой. Сначала покрываю лаком только юбочку на ножке в 2 слоя.
а затем шляпку гриба в 4-5 слоев. Итак, детали готовы, можно собирать игрушку. Я беру отрез мягкой джутовой веревочки и завязываю его в узел. Полученную петлю продеваю в ножку. Для надежности можно закрепить капли горячего клея. Затем продеваю веревочку в шляпку снова завязываю узел, тем самым закрепив ее. И игрушка готова. Я сделала 2 таких грибочка, и на первом грибочке я просто делала набрызги краской, а на второй грибочек решила сбрызнуть воду из пульверизатора на еще не высохшие набрызги, чтобы они немного растеклись. Получились разные эффекты, напишите в комментариях, какой из них вам понравился больше. А я тем временем покажу, как игрушки смотрятся на елке. Далее переходим к снеговику. Нам понадобится бумага, у меня плотностью 75 грамм. Я брала максимально похожую бумагу по цвету, но игрушку можно сделать и из обычной офисной бумаги. Также нам понадобится карандаш с линейкой, ножницы или канцелярский нож, тут кому что удобнее, веревочки, чтобы вешать игрушку. У меня несколько, посмотрю, какая подойдет. Блестки. И, собственно, клей, желательно с тонким носиком, но у меня обычный ПВА. Игрушка будет высотой 8,5 см, так что я заранее разрезала бумагу на квадраты подходящего размера, а также вырезала шаблон, который вы найдете в описании. Прикладываю шаблон прямой стороной к линии сгиба, обвожу и вырезаю детали. Их мне понадобилось 30 штук. Сначала склеиваю половинки каждой детали между собой по разметке 1, как показано на видео. А затем уже собираю игрушку по разметке номер 2. Сначала склеиваю попарно. А потом объединяю. Добавляю веревочку и соединяю края снеговичка. Он мне уже нравится и таким, но я хочу добавить блестки, как на оригинальной игрушке. В этом мне поможет клей ПВА. И еще одна игрушка готова. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, какая игрушка вам понравилась больше всего или не понравилась. А я желаю вам праздничного настроения и веселой подготовки к Новому году. Увидимся в следующем видео. Пока!